Никто из жителей отдаленного поселения в северной части штата Монтана не мог объяснить, почему этот огромный бык вот уже несколько месяцев бродил по заснеженным равнинам в окружении стаи волков и при этом ни разу не подвергся их нападению. Сначала люди решили, что видят это случайно, что волки просто сопровождают его какое-то время, выжидая удобный момент. Но дни сменялись неделями, недели складывались в месяцы, а бык оставался жив, упитан и удивительно спокоен. Каждый раз, когда кто-то из смельчаков пытался приблизиться, волки мгновенно замечали движение, выстраивались плотной линией перед быком, рычали, скалили зубы и медленно наступали, вынуждая людей отступать. При этом стоило человеку скрыться, как стая возвращалась к быку и снова начинала двигаться за ним почти строем, словно охраняла его. Такое поведение казалось противоестественным, особенно в тот год, когда зима выдалась особенно суровой, а сообщения о нападениях волков на скот приходили из соседних округов едва ли не ежедневно. Некоторые жители предполагали, что стая просто сохраняет быка на потом, как живой запас мяса, другие уверяли, что волки недавно насытились крупной добычей и пока не испытывают нужды, третьи же шептались о чем-то почти мистическом, вспоминая старые легенды о духах леса и необычных союзах животных. Но все это выглядело неубедительно, потому что слишком уж долго длилось это странное соседство, и слишком уж уверенно вели себя волки, будто действовали по четкому, понятному только им плану. О происходящем заговорили в интернете после того, как трое молодых фермеров сумели сделать несколько снимков издалека и выложили их в сеть, и фотографии быстро разошлись по охотничьим форумам и группам любителей дикой природы, вызывая споры, насмешки и восхищение одновременно. Именно там их увидел Колтон Хейс, опытный охотник, известный тем, что коллекционировал редкие необычные трофеи, и для него это стало не просто любопытной историей, а вызовом. Сначала он подумал, что это фотомонтаж, но, внимательно изучив разные ракурсы и тени на снегу, понял, что кадры настоящие, и мысль о том, что он сможет добыть быка в окружении волков и рассказать об этом как о беспрецедентной охоте, захватила его полностью. Он собрал снаряжение, зарядил винтовку, проверил оптику, взял запас патронов и отправился в путь, преодолев несколько сотен километров до маленького поселка, где слухи уже успели стать частью повседневных разговоров. На рассвете Колтон направился в лес, и его сразу насторожила тишина, которая казалась неестественной и давящей. Ни птиц, ни следов мелких зверей, только бесконечные белые просторы и легкий ветер, который переносил отдаленный вой. Он остановился, прислушался и определил направление, понимая, что такой вой издает только стая, действующая сообща. Он двинулся быстрее, рискуя выдать свое присутствие, потому что азарт уже начал затмевать осторожность. Вскоре между деревьями показалась массивная фигура быка, а вокруг него не меньше 6 волков, двигающихся почти синхронно, не нападая, но и не отставая, словно они были связаны невидимой нитью. Бык временами останавливался, опускал голову к снегу, будто что-то вынюхивал, затем продолжал путь, и в его поведении не было ни тени страха. Колтон выбрал дерево, чтобы занять позицию повыше, начал карабкаться, стараясь действовать аккуратно, но ветка под его весом хрустнула, и он рухнул вниз, провалившись в глубокий сугроб, при этом громкий треск эхом разнесся по лесу. Волки мгновенно повернули головы и устремились к месту падения. Их движения стали резкими, а рычание — угрожающим. Колтон успел схватить винтовку, но понимал, что если стая решит атаковать, шансов у него почти нет, и в эти секунды он впервые за долгое время ощутил настоящий страх. Волки окружили его плотным кольцом, пар из их пастей клубился в морозном воздухе, глаза блестели, и напряжение можно было почти физически ощутить. И вдруг произошло неожиданное. Они расступились, словно подчинились немому приказу.
Бык медленно подошел ближе. Его тяжелые шаги глухо звучали по насту. Темные глаза внимательно смотрели на человека. Он приблизился почти вплотную, обнюхал его, и Колтон почувствовал горячее дыхание, смешанное с запахом сена и холода, и эти несколько секунд показались ему бесконечными. Затем бык отвернулся и неторопливо пошел прочь, а волки последовали за ним, будто по сигналу, больше не обращая на человека внимания. Охотник, все еще дрожа, поднялся и решил не упускать шанс понять происходящее до конца, потому что теперь им двигал не азарт, а желание разгадать тайну. Он пошел следом, держась на расстоянии, стараясь ступать осторожно и не издавать лишнего шума, хотя стая, казалось, уже знала о его присутствии и не воспринимала его как угрозу. Почти час животные двигались через лес, пока не остановились у старого дерева, на ветке которого висела металлическая ловушка с цепью. В ней находился замерзший кабан, вероятно, забытый кем-то из охотников, которые расставляли капканы в этих местах каждую зиму. Волки кружили внизу, подвывая и подпрыгивая, но достать добычу не могли, и тогда бык сделал то, что окончательно перевернуло представление Колтона о дикой природе. Он поднялся на задние ноги, уперся передними копытами в ствол и мощным движением шеи и рогов задел крепление, металл заскрипел, цепь оборвалась, и туша тяжело рухнула в снег. Волки мгновенно набросились на мясо, но быка не тронули, не проявили к нему ни малейшей агрессии, напротив, оставили ему пространство, словно признавали его частью своей стаи. В этот момент все стало ясно. Волки находили ловушки по запаху, но не могли добраться до добычи, а бык, обладая ростом и силой, снимал ее с высоты, и этот обмен был продиктован не дружбой, а выживанием в суровую зиму, где каждый день мог стать последним. Колтон медленно опустил винтовку, понимая, что если выстрелит, разрушит не просто жизнь одного животного, а целую систему, сложившуюся в этих лесах. Желание прославиться исчезло, уступив место уважению и осознанию того, что перед ним редчайший пример сотрудничества между видами, который человек вряд ли способен полностью понять. Он покинул лес без трофея, но с тайной, которую решил сохранить, и впервые за многие годы охоты ощутил, что настоящая сила заключается не в выстреле, а в способности вовремя его не сделать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.